Добрый день, друзья! Сегодня готовим нежный кремовый пирог. Начнем с приготовления заварного крема. В сотейник вбиваем одно яйцо, всыпаем столовую ложку сахара, затем столовую ложку крахмала разводим молоком. У меня кукурузный крахмал. К яйцу и сахару выливаем оставшееся молоко и разведенный крахмал. Тщательно перемешиваем венчиком до однородного состояния. Включаем плиту и, постоянно помешивая, варим крем до загустения. После того, как масса закипела, провариваем ее еще 2-3 минуты. А в правом нижнем углу у вас есть кнопка «Подпишись». Нажми, и ты будешь первым смотреть мои новые рецепты. Переливаем крем в миску, накрываем пищевой пленкой в контакт, чтобы он не заветривался, и даем полностью остыть. Ну а пока займемся тестом. В миску вбиваем 2 яйца, всыпаем 120 грамм сахара, пакетик ванилина 1,5 грамма и щепотку соли. Взбиваем миксером 2-3 минуты до пышности и посветления массы. Далее в тесто добавляем 1 столовую ложку мягкого сливочного масла. Это приблизительно 20 грамм. А также вливаем 120 мл молока. На самой слабой мощности миксера соединяем все компоненты вместе. Ингредиенты должны быть комнатной температуры. В просеянную муку добавляем 2 чайные ложки разрыхлителя и перемешиваем. Высыпаем сухие ингредиенты в жидкие и миксером замешиваем тесто. Сильную мощность не включайте, чтобы тесто не потеряло свою воздушность. А ты уже поставил лайк? Консистенция теста получается как на оладьи. Выпекать пирог я буду в разъемной форме на 20 см. Дно застилаю бумагой для выпечки, защелкиваю кольцо от формы, остатки бумаги обрезаю. Выливаю тесто в форму и равномерно распределяю его ложкой или лопаткой. Этот пирог можно выпекать и в форме побольше, допустим на 24 см, просто он получится менее высокий. Тем временем остыл и заварной крем. Перекладываем его в кондитерский мешок. Отрезаем уголок у мешочка и наносим крем на тесто по кругу, начиная от центра. Я крем наношу в 2 слоя, чтобы после выпечки он отчетливо был виден. Получается очень красиво и оригинально. Отправляем пирог выпекаться в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут. Если пирог вы будете выпекать в форме большего диаметра, то время сократите на 5-10 минут. Но готовность проверяем деревянной шпажкой. Вставляем ее в ту часть, где тесто без крема. Достаем пирог из духовки. Даем ему постоять в форме 10 минут. Затем аккуратно ножом отделяем его от стенок формы и перекладываем на решетку уже до полного остывания. По желанию сверху присыпаем сахарной пудрой. Кремовый пирог получается очень нежный и вкусный. А если вместо пудры его украсить тонкими линиями темного шоколада и присыпать орешками, получится настоящий торт. Но лучше в первый раз попробуйте его чистым, в классическом варианте, вкус безупречный. А вот так он выглядит в разрезе. Пористый, влажный и в меру сладкий. Пробуйте приготовить, подписывайтесь на канал, а если остались вопросы, задавайте их в комментариях, я обязательно отвечу. С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто».